Привет, девочки! Я, как обещала, после 19 января я делаю для вас видео для снятия негатива. И сейчас мы будем делать обратку на ту гадину, которая на нас что-то наводила. На вас, на ваших, может, знакомых, на кого-то, на кого вы хотите снимать. Но я думаю, что это видео должен посмотреть человек, который будет снимать негатив сам себя. Вообще-то я обычно делаю это на 19 января, но дело в том, что у меня 21 января тоже такой вот день. 19 я была немного занята другим, а 21 числа это день для меня поминовения усопших. У меня в этот день умерла моя бабушка, причем тяжело умирала достаточно. И сегодня вот этот день, тем более я делаю это в комнате, где она и умерла. Поэтому наша сейчас чистка будет связана именно с мертвыми, и на мертвого мы будем это делать. То есть мы засунем в живот, именно в живую плоть того, кто наводил на нас порчу, мешал в вашей жизни, пил из вас кровь, вампирил вас, который желал вам зла, мы сегодня этому человеку все вернем. И я, скорее всего, это буду делать против соперниц. Соперниц, которые разбили ваши семьи. Соперниц, которые увели ваших мужчин, которые переменяли магию, делали все такое вот черное, желали вам нездоровья, желали вам смерти, какие-то плохие слова в вашу сторону говорили. То есть вот эту всю энергию мы сейчас возьмем в кулачок и не просто снимем, да, или перебросим на кого-то. Нет, мы вернем ей прямо это в живот. Для этого я использую, у меня такая дома есть портативная могилка, я вам попозже ее покажу, потому что она нам будет уже нужна практически в конце обряда. Я возьму вот эту вот энергию, я ее никуда не дену, не буду сливать в унитаз, я засуну ей это в чрево. И смотрите, пожалуйста, на реакцию этих людей. Все, кто про вас думал плохое и желал, главное, желал вам этого плохого, желал вам смерти, это тому вернется. В течение полугода тот, кто желал вам смерти, он умрет, вы это увидите. И поверьте, вы потом попомните мои еще слова, потому что человек реально сгорит. Я не желаю смерти другим людям, но мы сейчас будем возвращать то, что желал этот человек именно вам. Оно вернется именно в таком размере, в котором он на вас желал. То есть, если человек, вдруг вы загадали человека, который ничего вам не делал, это, в принципе, ему и не вернется. То есть в том размере, в котором он влиял на вас, это вернется ему. И почему-то мне кажется, что это будет возвращаться больше всего ей. Колдунам это возвращаться не будет, это будет возвращаться именно заказчику. Мы не будем трогать тех, кто был посредником, мы будем трогать именно зло. Трогать зло голыми руками. Вот для вас я подготовила тут карту, черную карту. Я ее специально вам не показываю, потому что вы потом только посмотрите в лицо этой карте. Вот кирпичик у меня есть. Кирпичик основания монастыря, намоленный. В нем даже звук этот есть. Не знаю даже, как вам объяснить этот гул, да? Этот гул. Я на нем очень много делаю ритуалов. Ступка, в которой мы будем сжигать. 3 свечи у меня зажжены. И я думаю, что-то сегодня погаснет как-то. Дальше у нас будет использоваться змейка. Змейка как сушеная живая, бывшая живая плоть. Потому что у нас все-таки некромагия, черная магия. Этих змеек у меня, в принципе, несколько штук. И я их расходую экономно. И, в принципе, даже вот эта вот экономия, да, в расходовании, она все равно дает очень хороший эффект. Нам понадобится вот эта вот соль. Обычная соль. Я использую, в принципе, так, какая есть. Каменная, там, гранулированная, разницы нету. И у нас будет еще
земля. Земля с того кладбища, которое, могилку которую я сделала, как говорится, портативной. Сейчас я вам потом покажу, что это за могилка. Земля с кладбища, которое работает в моем случае, ну, выкладывается, как говорится, на все 200%. Итак, нам надо будет зажигалка, и мы начнем. Вот сами подумайте, глядя на эту карту, если на вас какой-то негатив, чувствуете ли вы его? Вот сейчас смотрите в круг этой карты и думайте, что же у вас живет в сердце, в животе, должно засосать под ложечкой. Если на вас много негатива, он сам начинает вылазить, даже когда вы просто смотрите это видео. Он начинает шевелиться в вас. Так вот, мы его будем брать и вкладывать туда, куда надо. Мы будем делать обратку. Настоящую, крутую обратку, которая действует. Избавляемся от соперницы. А теперь посмотрите этой карте в лицо. Двойка пика. Двойка смерти. Вот так вот выглядит этот негатив, который в вас находится. Вы совершенно разные можете чувства испытывать, когда смотрите на эту карту. Для кого-то она карта смерти, для кого-то это просто кость. Подумайте про того человека, который вам делает плохо, если вы знаете его точно, и назовите этот череп его именем. Назовите этого мертвого именем того, кто вас глазит, портит, ненавидит, желает вам смерти, всего плохого. Если вы не знаете имя, просто выносите из себя, почувствуйте эту карту животом своим просто, этот череп. Отдайте ему все сейчас плохое, что вы чувствуете. О, смотрите. Видели, как воск у меня ручьем льется? Он обычно у меня льется ручьем именно тогда, когда начинает работать именно эта магия. Вторая свечка, кстати, так в видео особо не видно, но она так колышется, как шарохана, и только одна нормально горит. Слышите? А я слышу. Слышу вот этого червя. Слышу. Так вот. Сейчас мы будем это все отдавать. Берем нашу ступочку. Еще раз подумайте про все плохое. Вспомните этого человека. Присоедините, просто мысленно присоедините этот череп. Наложите эту картинку вашего обидчика на эту карту. Можете потереть карту пальчиком сейчас через экран и передать вот эту всю свою боль этой карте. И даже если вы не знаете имени, эта карта, эта могила, которая будет, она по-любому найдет этого человека. И он получит все то, что он желал вам. Хорошо. Надрываем с 4 сторон, типа крестом. Вот, мы сейчас начинаем с этой картой работать. Ложим ее пока сюда. И для того, чтобы все сработало, нам надо взять сначала соли. Стелим саван. Стелим саван, стелим. А теперь вверх ногами отрываем
Второй раз отрываем. Порвали крестом эту карту. А теперь мы будем ее жечь. Ну, я от свечки тогда. Одну от одной свечки. Вот, горит ваша вражина. Сейчас мы ей все передадим, этой суке. Все вернем. Вернем так, что она попляшет еще на том свете. Падла это. О, закапал, смотрите. Пошла работа. Вторую жжем часть. На тело ее. Пусть в тело того врага все передастся, все ваше плохое. Все, что вам было, все, что вам пожелали, пусть возвращается в этот череп, в это тело. Жжем, жжем, жжем. Гадину эту тварину жжем. Мы ей все вернем. Все, все, все. Плохого людям не желаю. Я желаю только сожрать все то, что они другим пожелали. Пройти весь этот путь. Жри, сука. Дрянь какая. Опа. Косточки ее будут болеть и ныть. Голова будет болеть. Слезы будут течь. А теперь доделаем этот ритуал. Берем кладбищенскую землю и хороним ее. Хороним. Хороним эту тварь. Посмотрите на воск, как заплакал. Что-то буде. Хороним гадину. За вас кинуть на могилку, на гробик земли? Кидаю за вас, за вашу семью, за вас, за ваше сердечко. Возвращаем все ей. А теперь мы берем змейку с черной ниточкой. Вот у меня даже змейка немножко. Пока сниму, не надо. Сейчас мы их соединим с этой черной змеей. Соединим эту энергетику, чтобы передалась с вас на эту змею, а со змеи уже пошло дальше, куда надо. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Получай, падла, солью. Такой запах идет от этой змеи трупной. Запах такой очень едкий. Все. Теперь мы это копытом мнем. Прибиваем эту могилку. Смотрите. Как сада, да? Как с черного колодца. А, как ей больно. Кричать будет. Хочет вырваться. Ничего. Не вырвется. Вот, смотрите, теперь мы ее похоронили здесь. Слушайте, у меня аж соль, аж на губах чувствуется, хотя я ее не ела, не пила. А теперь будет одно из таких вот действий. Не каждый поймет. Ну да ладно.
Не главное понять, главное сделать. Ох, боже мой, что со свечой моей? Смотрите, а. Посмотрите, что с ней. Как ее корявит, а. Это разве так может свеча распадаться? Просто на куски. Да. А смотрите, какая сейчас струя образовалась. Нитка, да? И капает, и работает, и работает, и работает еще. Идет еще негатив. Нормально так идет. Ну, мы сейчас даже не сколько порчу снимаем, сколько что-то такое реально смертельное. Что-то такое реально. Цепочка пошла. Мы соединили сейчас. Но не до конца. Сейчас нам нужна будет могилка. А теперь смотрите, смотрите, что у меня есть. Из обычной коробочки черного цвета, которая, по-моему, я не помню, с чего была, из-под туфлей каких-то, либо что, в общем, черного цвета, можно сделать вручную. Можно купить, как говорится. Мне ее не жалко, как говорится, было зарывать и что-то с ней сделать. Я сделала вот такую могилку, сфоткала активную могилу, старинную могилу, рыжего такого мужика. Я его уже использовала, он очень такой активный, все время хочет кого-нибудь сожрать. Но вот долго у него ничего не было. Тут лежит у меня помин такой вот. Свечка лежит, которую я иногда зажигаю, когда надо его помянуть. Но я эту свечку потом попозже зажгу. Черная ткань вот такая вот у меня лежит, которой я накрываю мертвого. И лежит вот такая вот шишечка с кладбища, сосенок. И вот такая вот у меня кукла лежит. Кукла с ячменя. Лежит без работы, но сейчас мы ей занесем. И вот тут вот у меня, вот тут вот в этой кукле живое. То есть куклу, когда вы делаете вот какую-нибудь куклу для обрядов, ее надо напихивать чем-то живым. Шерстью, семенами какими-нибудь. Можно просто травой какой-то засохшей. Но не ватой, не поролоном. Вот такие куклы лучше всего работают. Так вот. Вот сейчас мы с вами возьмем. Раньше мы выкидывали в унитаз, чтобы всплыло, да, по канализации, по говнищу, вместе с говнищем ушло это все. А теперь мы ее не будем делать так, чтобы это ушло. Мы ей это вернем. Вернем тому телу. Поверьте мне, вот это вот то, что мы взяли эту энергию, да, этот негативчик, мы вернем именно живому организму. И поверьте, удара какому-нибудь другому человеку, который не замешан в этом, ему это не будет. А это подействует именно на того, кто вас глазил, портил, кто вам желал смерти, зла и всего плохого. Потому что вот эта могила, она сработает. Мы, грубо говоря, это сейчас будем зарывать, отдавать мертвому усопшему. Отдаем ему в живот. Он это с собой поносит и найдет, куда это передать. Потому что это не его судьба, это ему не надо. Он уже мертвый. А так как у него есть задача это передать, он это просто передаст. Посмотрите, что со свечкой стало. Она просто все сдохла. Ну, тут реально мы снимаем очень какой-то большой у кого-то негатив. Не знаю. Если вы все-таки нашли это видео сами, значит, есть вам что снимать. Итак, давайте дальше. Что мы делаем дальше с мертвыми? Его надо красиво похоронить. Его надо накрыть нашего мертвого, чтобы ему спалось хорошо, чтобы он не смотрел на вас, не видел никаких других, видел только то, что у него внутри. Мы берем поминальную свечечку,
которая стоит. И посмотрите на эту. Посмотрите на эту свечку. Мы передали по вот этой вот нитке мертвому. Мы его похоронили, свечка затухла. А сейчас мы зажгем поминальную свечку. Зажигаем помин. Вот. Спи спокойно. Спи спокойно. Спи спокойно и верни все плохое. Чтоб слезки больше не лились. Чтоб зло больше не сидело в нас, а вернулось к тому, кто его пожелал и навел. Все. Все. Ложим свечечку возле него. Смотрите, тут уже и вторая вон свечечка сейчас уже дуба даст. Но посмотрите на эту, как ее раскорежило. Ну вот бывает ли такое, а? Смотрите. Даже вот кто любит воском заниматься, посмотрите, что творится с воском. Это вообще... Это просто жесть. Это просто жесть. Такую жесть. Реально, я ее уже тоже давным-давно не видела. О, ужас какой. Ну, а теперь смотрите, какая тут на свечке гадость, а. Видите? Вы когда-нибудь видели, чтобы, когда свеча догорает, чтобы вот такая вот сталактита появлялась? Нить вниз, 2 нити вниз. Ну все, мы убьем ее. Кто пожелал смерти, умрет не то, что в течение полугода, он умрет еще раньше. Ну, 4 месяца на жизнь я даю. Если кто-то пожелал вам болезней, тот заболеет именно той болезнью, которую он вам желал. Все плохое вернется. Все вернется этой гадине назад. Не беспокойтесь. Даже, смотрите, некоторые говорят, что они не знают, что с этим человеком происходит. Я половину не знаю, как говорится, тех людей, на которых это исходит. Но про тех, кого я знаю, я узнаю даже через несколько месяцев, узнаю через год. И вот что мне люди потом приносят и говорят, а вот вы знаете, вот этот вот умер. И это может даже не сразу до вас дойти, да? Но умрет именно тот, кто желал вам смерти. Кто желал вам болезней, тот заболеет той болезнью, которую он на вас наводил. Будет несколько раков. Вот чую что-то тут такое. Рак какой-то идет мне. Еще такой совет. Совет, когда к вам кто-то приходит домой, приходит к вам какая-нибудь подруга, в которой вы сомневаетесь. Вот такой вот советик, который я однажды дала своей маме, когда к ней ходила ее подруга. В кавычках, я бы сказала, подруга. Да, она с ней общается до сих пор. Вроде бы как человек, как сам себе неплохой, хороший. Но как-то сказала моя мама, что она ходила как-то и всем говорила, да вот, она больная, да вот, она чуть ли не при смерти. Хотя моя мама, как говорится, никогда ей об этом не говорила. Но мы решили сделать так. Я ей посоветовала, когда придет твоя подруга в гости к тебе, у тебя есть эта кладбищенская земля. Налей ей чаю, просто маленькую-маленькую щепоточку, незаметненькую, добавь ей в чай, в кофе, тот, который она испьет. Человек, который плохой и вам ничего плохого не желает, ему все равно ничего не будет, поверьте. А человек, который пришел к вам с плохими мыслями, который держит камень за спиной, вот на него-то подействует. И вы, кстати, можете таким... Я не советую этим увлекаться, все-таки это... Черная магия, тут где-то кому-то и откаты понадобятся, потому что я ж не знаю, какой вы в принципе человек, что на вас висит, если на вас сущности, там лярвы, что-то может все равно пойти не так. Но если вы сильно в ком-то сомневаетесь, то
добавьте ему либо в еду, либо в чай, в кофе, то, что этот пьет человек, когда придет, что там. Добавьте эту маленькую щепотку земли, защитников ваших. И вот они вернут точно таким же способом то, что она желала. Так вот, насчет моей мамы. Прикормила моя мама как-то вот этой вот щепоткой кладбищенской земли свою подругу. Та вышла от нее и через буквально там в течение 2 часов сразу попала в какую-то автомобильную аварию и сломала руку. Вот тебе и откатик. То есть ходила, желала ей нездоровья, всего плохого, и сама же через некоторое время все это и получила назад. То есть ваши мертвые, да, те ваши родители, ваши предки, тот, кто сейчас лежит в могиле, которого вы очень сильно любите, поверьте, они в той параллельной реальности также любят вас, как и любили. И вы только их призовите, вы только призовете их, да, и они сразу будут вас защищать. Это ваши ангелы-хранители. Так, в принципе, работает любой ангел-хранитель. А мертвые это как раз-таки и есть те души с параллельного мира, где бы они ни были, в раю, в аду, в какой-то другой реальности, да, они все равно придут и по-своему сделают. Ну, соответственно, кто где-то чалится за какие-то грехи, он придет и за вас даст что-то черное тому вашему врагу. Если он был белым, либо он, как говорится, в тех местах, в хороших местах, то он по-любому с вас снимет этот негатив и как-то по-другому будет воздействовать на этого человека. Ну вот сейчас мы передали это все мертвому рыжему человеку, который, говорится, извините меня за выражение, при жизни своей я вижу, как он просто идет с палкой, траву бьет. Такой рыжий мужичок, который умер в возрасте где-то 43-47 лет. Умер где-то минимум лет 70 назад. Но могила его какая-то очень и очень активная. Я мимо нее не смогла пройти, чтобы не взять себе этот ее отпечаток. Вот такая вот могила. Так что все, девочки, смотрите, что будет, рассказывайте мне. Если вам после этого видео, да, станет как-то плохо, вы не бойтесь, это пройдет. Вот, кстати, у моей знакомой, которая просто в прошлый раз стирала соперницу, она говорит, что сейчас после того видео она уже реально по чуть-чуть стала жить без таблеток. Если она 4 года жрала таблетки от сердца, от перебоев, от какого-то тремора, дрожи какой-то, то сейчас она реально живет без таблеток. Я за нее очень рада. И она теперь реально понимает, что надо было это снять. И она к этому, как говорится, 4 года шла, не знала, что можно это все снимать. А сейчас мы это все с вами передали тому человеку, вернули всю злобу. Я эту могилу не хороню, я буду ее использовать еще в каких-то других своих ритуалах, и только потом понесу хоронить. Ну, на самом деле хоронить, когда она уже будет отработана. Так что пока у меня эта игрушка, как говорится, пока эта карта с вашими болезнями, с вашими плохими эмоциями, с вашими несчастными путями, да, с вашими слезами. Она у меня в коробочке. Я буду дополнять это будет со временем даже и усиливаться где-то. Оно должно сработать очень и очень быстро. Обратка возвращается с той силой, с которой вам ее желали. Даже, может быть, даже где-то и в один день. Вот если вы когда-то вас кто-то ранил, да, например, 17 марта, ну, допустим, это произошло, да, это ей вернется тоже 17 числа или в 17 час. Вот сойдется это все.
скрепится, и все, замок будет уже не открыть. Словим мы эту мышь серую. Все. Сейчас буду тушить последнюю свечку и пол свечечки, которая догорает. Обратку мы вернули, мы почистили. И мне, кстати, даже вот я сижу, мне тоже стало легко. Мне вот реально сейчас стало как-то очень даже и легко. Мне сегодня еще мужа надо почистить. И еще для вас поснимаю пару других видео. Правда, не знаю, что мне сегодня попрет. У меня целый список, я за девочками записываю, кто что просит, какие сделать гадания на картах. Но дело в том, что почему я еще личные расклады не делаю, потому что это уже обязывает в какой-то определенный день, время для кому-то что-то сделать, да. А так как я сейчас энергию расходую очень экономно, то я делаю то, что я хочу именно в данный момент. Вот прет мне на черных погадать, гадаю на черных. Прет на серых, гадаю на серых. Хочу разложить с вами там на людей, где они находятся, мне это больше хорошо идет. Я это делаю тогда, когда я хочу. И от этого у меня и силы остаются, и энергия прет. И не на отъебись я делаю свою работу. Вот это больше всего мне нравится. Все, девочки. Смотрела, пока разговаривала с вами на эту могилку. Так что будет еще долго и долго это жить в том человеке, пока я эту могилку не захороню назад. Это, как говорится, недоделанный ритуал, а я и не спешу освобождать людей от всего плохого, что они желали другим. Пусть мучаются тем, что они желали вам. Пусть откат просто их откачает, что аж голова кружиться будет. Ну все, пока-пока.